Доброго времени суток, мои творческие друзья. Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы продолжаем изучать программу Snapseed. В предыдущем видеоролике мы уже познакомились с вами с некоторыми настройками. А сегодня мы поработаем с вами со слоями. Да-да, вы не ослышались. Это маленькая мобильная программка, так же как Photoshop, умеет работать со слоями. Согласитесь же, это очень круто. И сегодня мы с вами вот из такой фотографии будем делать вот такую. И это благодаря тому, что эта программа умеет работать со слоями. Фактически это такой маленький Photoshop. Я бы назвал эту программу младший брат Photoshop. Ну, давайте не будем терять времени, приступим. Итак, открываем Snapseed, добавляем нашу фотографию. Эта фотография пережила уже базовые настройки. Теперь давайте мы с вами для начала сделаем кроп для Instagram 4:5. Выбираем инструмент кадрирования. Выбираем кроп 5:4. Кликаем стрелочку, делаем прямоугольник. Выбираем нужный нам кроп. Нажимаем галку. Сохраняем изображение. Далее переходим в инструменты. Выбираем ЧБ. Выбираем интересный для нас пресет черно-белого. Тот, который будет по вкусу. На автомобиль не смотрим. Он будет у нас цветной. Смотрим на то, что вокруг автомобиля. Мне нравится вот этот вариант. Теперь давайте познакомимся с настройками внутри этого фильтра. Итак, у нас есть яркость, контраст и зернистость. Движением пальца вверх-вниз выбираем необходимую настройку, а движением пальца вправо повышаем. Например, зернистость. Я хочу немножко добавить. Вот так, пожалуй, будет интереснее. Таким образом, наша фотография включит в себя два разных снимка. Это классическая черно-белая, похожая на пленку с ее зернистостью, с наложенной современной фотографией автомобиль красного цвета. Итак, нажимаем галочку. Сохраняем наше изображение. Перемещаемся по экрану вверх. Здесь мы видим нарисовано два слоя со стрелками. Вы не ошиблись, это как раз работа со слоями. Так, и кликаем посмотреть изменения. Теперь мы на нашем экране видим три слоя. Оригинал. Я сейчас выделяю их отдельно. Это что произошло после кадрирования. И ЧБ. Нам нужен верхний слой. Нажимаем на еле заметную стрелочку. Здесь на выбор нам предлагается три варианта. Либо удалить слой, либо его подредактировать, либо поработать с этим слоем и наложить на него маску. То есть нам нужна кисточка. Это работа со слоями. Сейчас маска у нас обесцветилась. Это также, если бы в фотошопе она была черная. Вы же помните. Теперь смотрим вниз. Вот такой вот значок, треугольник и шар. Это как раз реверс маски. Все, наша маска стала черно-белая. Выбираем значение ЧБ0, если у вас стоит какое-то иное. Двойным щипком увеличиваем наше изображение. И возвращаем автомобилю цвет. Здесь придется поработать аккуратно. Довольно-таки долго. Увеличивая, уменьшая изображение, двигая его в разные стороны. Чтобы увеличить кисть изображения, нужно сделать меньше. Если вы залезете за края, ничего страшного. Просто-навсего стрелками нужно выбрать значение ЧБ 100. Увеличить. И вернуть верхний черно-белый слой. Вот таким вот образом. Так. ЧБ 0. Продолжаем красить автомобиль. Так, давайте я немного ускорю изображение, чтобы вам не было скучно. Потому что принцип вы поняли. Итак, ЧБ0 – это мы проявляем нижний слой, то есть красный. ЧБ100 – возвращаем видимость верхнего черно-белого слоя. Хромированные детали автомобиля я также оставлю в черно-белом цвете. Так они смотрятся намного интереснее. Так, ну давайте посмотрим. Вот такая фотография у нас была. И вот такая фотография у нас стала. Кликаем галочку. Переходим стрелку вверх, возвращаемся назад. И теперь нам осталось только сохранить это изображение. Нажимаем экспорт. Экспортируем в JPEG. Размещаем в соцсетях и хвалимся, что мы эту фотографию отретушировали на телефоне. Теперь вы знаете, как с масками и слоями работать в программе Snapseed. Вот поэтому я и называл ее младший брат Photoshop. В следующих видео мы продолжим с вами изучать эту программу Snapseed. Наша обработка с каждым разом будет все круче и все сложнее. В итоге мы разберем с вами все основные инструменты Snapseed, которыми можно, нужно и просто необходимо пользоваться для получения интересных фотографий. А на этом, мои творческие друзья, на этом сегодня все. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Интересных вам сюжетов, шикарных фотографий, больше поклонников вашим снимкам, вашему творчеству и до новых встреч!